V-образные двигатели славятся своей компактностью и более высокой мощностью в сравнении с рядными движками. В сегодняшнем выпуске мы рассмотрим все возможные варианты двигателей такой компоновки, устанавливаемых на мотоциклах. И начнем мы с всем привычного V-Twin на примере обладателя самой мощной такой силовой установки KTM 1290 Super Duke R. Его двигатель является наследником силового агрегата KTM Superbike 1190 RC8R. Конструкторы KTM увеличили рабочий объем этого двигателя до 1301 кубического сантиметра, пропорционально увеличив как диаметр цилиндра, так и ход поршня. При весе всего в 62 килограмма этот компактный агрегат с четырехклапанными головками цилиндров является одним из самых легких двигателей Big Twin в мире, развивая 180 лошадиных сил максимальной мощности и 144 ньютон-метра крутящего момента. Следующий по рангу двигатель V-образная тройка. Это, конечно же, очень редкая компоновка, на которую в свое время отважилась Honda, выпустив модель Honda MBX 250F, которая удивила всю мотообщественность в 1983 году. Такая компоновка была позаимствована у гоночных мотоциклов NS400 и NS500. В итоге 249-кубовый двухтактный трехцилиндровый двигатель с развалом цилиндров 90 градусов и жидкостным охлаждением выдавал 49 лошадиных сил максимальной мощности на 9000 оборотов в минуту и 31 ньютон-метр крутящего момента на 8500. Он был установлен в раму таким образом, что два его цилиндра, расположенных горизонтально, были направлены вперед, а третий цилиндр, расположенный вертикально, был направлен вверх. Такая компоновка имела довольно сильную вибрацию, поэтому инженеры Honda пошли на хитрость и сделали шатун для вертикального цилиндра толще и тяжелее, чем для горизонтальных. И это сработало, а также повысило надежность одиночного цилиндра. V-образная четверка, как и двойка, довольно распространенный двигатель в мотоциклетном мире. И рассмотрим мы его на примере легендарного пауэр-круизера Yamaha VMAX 1700. Его цилиндры объемом 1679 кубических сантиметров расположены под углом 65 градусов. Силовая установка выдает ровно 200 лошадиных сил максимальной мощности при 9000 оборотов в минуту и 167 ньютон-метров крутящего момента при 6500. Несмотря на внушительную снаряженную массу в 310 кг, этот двигатель разгоняет мотоцикл до 100 всего за 3 секунды, а средний заявленный расход топлива составляет 8 литров на 100 км пути. Следующий двигатель нестандартная V-образная пятерка, а потому его изготовитель, конечно же, опять Honda, так как этот производитель никогда не боялся экспериментировать. Компания выпустила в 2002 году самый производительный мотоцикл с пятицилиндровым двигателем Honda RC211V, который производился до 2006 года. Четырехтактный агрегат с 4 клапанами на цилиндр, в головках которых имелось по 2 распредвала, естественно охлаждался жидкостью. Максимальная мощность этой силовой установки составляла 197 лошадиных сил, которая в поздних моделях была доведена до 240 лошадок. Максимальная скорость мотоцикла составляла свыше 330 км в час.
V-образная шестерка — это распространенный двигатель на автомобилях, но не на мотоциклах. Однако есть один байк, который, увы, так и не пошел в серию. Это FJR Medalo 2500 V6, представленный чешским производителем. Об этом байке я упоминал в выпуске о самых мощных шестицилиндровых мотоциклах. Напомню, сердцем Naked является 2442-кубовая V-образная шестерка с углом развала цилиндров 90 градусов, который выдает 240 лошадиных сил максимальной мощности и 203 ньютон-метра крутящего момента. Сухой вес мотоцикла составляет 269 килограмм. Ну и заканчивает выпуск самый экзотичный V-образный двигатель, который только можно было придумать. И придумала его, конечно же, Honda. Необычный двигатель устанавливался на модели Honda NR750, которая была задумана ради двигателя, а не наоборот, и построена вокруг него. 4 цилиндра, расположенные V-образно, овальные поршни, овальные же кольца, 4 верхних распредвала по 2 на блок и 32 клапана. Каждый поршень имел по 2 шатуна, а цилиндр по 8 клапанов. По сути, японцы объединили каждые 2 цилиндра в один, а так бы получился вообще V8. Мощность двигателя была ограничена 130 лошадиными силами при 14 тысячах оборотов в минуту, хотя он мог выдавать и больше. Honda особенно гордилась непрерывным потоком мощности во всем диапазоне оборотов. NR тянул прямо с нуля, на отметке 3000 оборотов выдавал уверенные 45 ньютон-метров, а на 6000 уже 56 ньютон-метров. Короткий ход овальных поршней вкупе с высокой степенью сжатия привел к тому, что силовой агрегат набирал обороты быстро, но всегда линейно. Всего было сделано 322 таких мотоцикла.